Всем доброго утречка, я нахожусь в Манчестере, сейчас 7 утра, и я на станции Оксфорд-Роуд, это один из вокзалов Манчестера. Отсюда я поеду в Шотландию, чтобы снять блог, конечно же. Шотландию я еще не снимала. И еду я снимать не клуб нон-лиги, так что это скорее будет такая рубрика офф-топ. Еду я снимать команду под названием Air United. Почему, позже расскажу, сейчас в поезде, наверное, буду спать. Ну, в общем, и покажу вам, наконец-то, Шотландию. Ура! Погнали! Вот со второго пути мой поезд. Ну, еще есть время. Может, там кофе хотя бы есть? Вряд ли. Так, это не мой поезд. А кофе, кстати, есть, но у меня, мне кажется, уже нет времени. Надо искать вторую платформу и ехать. Да, надо перейти на ту сторону. Не успеваю попить кофе. Ну, ладно. Я, честно говоря, надеюсь, что поезд будет полупустой. Сегодня раннее утро, субботы. Хотя я уже слышу детей. Вот и он. Вот сейчас мы проезжаем Карлайл, и это город примерно на границе Шотландии и Англии. Очень старый город, он был то шотландским, то английским. Сейчас английский. Ну что ж, вот я и в Глазго, естественно, не выспалась. И мне предстоит еще поездка в Air, ехать минут 40, ну, чтобы не опоздать на футбол. Нужно выезжать уже вот сейчас, буквально скоро. Поэтому Глазго я вам, к сожалению, в этот раз показать не смогу, но зато покажу немного Air, я надеюсь. Safety information notices are repeated throughout this trip. Ну что ж, мы прибыли в город под названием Air. Погода наладилась. Я проехала 1000 погод, как это часто бывает в Британии. И сейчас светит солнышко. До матча еще 2 часа, даже больше. Об этом думал Тэм О'Шентер, когда во тьме покинул центр излюбленного городка, где он наклюкался слегка. А город, где он нализался, старинный Air, ему казался гораздо выше всех столиц по красоте своих девиц. Это строки знаменитого шотландского, величайшего шотландского поэта Роберта Бёрнса, и как раз про город Air, откуда он родом. В общем, вот что объединяет футбольный клуб Air United и Роберта Бёрнса, и, естественно, Air United никак не мог остаться в стороне, и прозвище у этого клуба The Honest Man, оно взято как раз из поэмы Роберта Бёрнса, которую я вам только что процитировала. Поэма называется «Тэм О'Шентер», это имя. Тэм — это шотландский вариант имени Томас, О'Шентер — фамилия. Про парня веселого, который жил здесь, в Эйре, любил веселиться, и про то, как он однажды напился и попал на шабаш к самому дьяволу, и как он оттуда бежал. В общем, очень интересная поэма, готическая, рекомендую. Цветы, между прочим, свежие тут лежат. А вот, собственно, Тэм О'Шентер, мне кажется, убегает на своей кобыле Мэри. Ну, естественно, не только прозвище команды Air United было взято из этой поэмы, она вообще величайшая. Например, там есть персонаж по имени Катти Сарк, короткая рубашка, девушка, которая отплясывала на вот этом вот дьявольском шабаше. Она, в честь нее назван кораблик, клиппер, который сейчас находится в Лондоне, Катти Сарк. Ну и виски, конечно же, что еще. И само имя Тэм О'Шентер стало тоже нарицательным, стало названием. Знаменитый шотландский берет с помпоном, я думаю, что мы где-нибудь здесь в сувенирной лавке его увидим, он называется теперь Тэм О'Шентер в честь персонажа поэмы Роберта Бёрнса. Как видите, с Робертом Бёрнсом связано почти все шотландское.
Вот смотрите, башня Уильяма Уоллиса тоже находится здесь. Того самого, который Freedom, храброе сердце. Ну и пока я иду к стадиону, продолжу немножко про Роберта Бёрнса. Родился он не совсем здесь, в Эре, но в пригороде Эллоуэй, в графстве Эршир. Как говорится в легенде, родился он в ветреную, бурную ночь. В общем, как еще может говориться про такого поэта, как Роберт Бёрнс? Конечно, все это должно быть окружено какой-то романтикой, готикой и чем-нибудь таким. Великий человек родился. Вот она, башня Уильяма Уоллиса, которая построена в память о шотландском герое, защитнике Шотландии. По одной из легенд, эта башня находится на месте сарая, где Уильям Уоллис удерживал 500 пленных английских солдат. Такие вот дела, смотрите, куда ни плюнь, везде история, но вообще неудивительно, ведь это очень древний город. Здесь был построен замок в 1197 году, представьте себе, в 1205 его уже признали городом, а еще через некоторое время он стал одним из главных портов. В общем, вот так вот быстро развивался город. Но футбольная команда пока тут играет во втором шотландском дивизионе. Сегодня мы идем не на матч шотландского первенства, а мы идем на матч за Кубок Шотландской лиги. А здесь вот был рынок, продавали рыбу. Футбольный клуб находится по другую сторону реки Эр, по другую сторону от центра города, от исторического. Сейчас надо перейти мостик. Ну а в ту сторону еще красивее, там залив, собственно, куда мы обязательно сходим. Но вот чем ближе к стадиону, чем дальше от центра, тем более какие-то странные тут дома, будем честными, уже не очень такие исторические, но вот кладбище. Вот такие дома здесь, на контрасте с центром города. Ну что ж, до стадиона осталось совсем недалеко, тут уже можно встретить болельщиков, но до матча есть еще время, и наконец настала пора рассказать, что мы с вами здесь вообще забыли, что мы здесь делаем. Сегодня играется матч Кубка Шотландской лиги, групповой этап, есть такой, между командами Ayr United и Buckie Thistle. До сезона 2016-17 Кубок Шотландской лиги игрался, как мы все привыкли, просто на выбывание. И команды просто сражались между собой и вылетали, собственно. А сейчас, с того самого сезона 16-17, придумали групповой этап. В нем принимают участие 38 команд из лиги и 2 из нон-лиги шотландской. И команды делятся на 8 групп, по 5 команд, играют между собой всего лишь по разу. Кто выиграл, тот выиграл, кто проиграл, проиграл. Соответственно, за ничью 1 очко. Но, кстати, в случае ничейного результата назначается серия пенальти. И кто ее выиграет, получает еще 1 дополнительное очко. Это интересный такой регламент. Ну а потом, когда из групп лучшие команды выходят 8 лучших и 3 лучших вторых места, к ним добавляется 5 блистательная лучших шотландских команд прошлого сезона, и между собой они уже играют по системе плей-офф до финала. Вот такой интересный регламент. Пошли смотреть. Сейчас Ayr United идет на 3-м месте в своей группе. Buckie Thistle — это аутсайдер. Ну и, кстати, Ayr United однажды в своей истории доходил до финала Кубка Шотландской лиги. Это было в сезоне 2001-2002. В финале они проиграли Glasgow Rangers со счетом 0-4. Но Glasgow Rangers вообще чемпион по числу завоеванных шотландских кубков лиги. А Ayr United вот единственный раз был в финале именно тогда. Я думаю, что это их наивысшее достижение, потому что, в общем, никаких больших трофеев у этой команды нет. А вот мы и в фан-шопе. Смотрите, как интересно здесь продаются значки. Они продаются в коробочке. Есть и без коробочек, но они просто silver. Такие.
Went through my bank check-in details, sent me an email, sent me the ticket, and then Вот цена. Ну, такая приличная, я бы сказала. Очень приличный магазин у Air United, мне нравится. Большой, классный, здесь много разных фишек. И, в общем, футболки красивые. Чем лично мне интересна команда Air United, это тем, что там в составе до сих пор числится Эйден Магиди. Но мне тут уже сказали, что сейчас он не присутствует на матче. Хотя все еще надеюсь его там встретить. Competitive. Don't think that's ever left me. I still love playing, I still love training, so I enjoy it. It's one of the good things about football. It's one of the best jobs to have. It's one of the best jobs in the world. It's why everybody grows up wanting to be a footballer. I will remember one player, Aiden Magidi. Is he still in the team? He's still in the in the squad, I believe. I think he's not featured at any point so far, but yeah, he's again, like, I think his job is kind of player, and he's moving into the business of football. So I think we have quite a progressive. The director's the owner, and just the way that we do things is a bit more progressive than it has been. So again, somebody like Aidan McGeady, Scott Brown as a manager, these are names in Scottish football, and to a degree international football, that we're moving ahead. So if Aidan gets back on the pitch and does good things, that's excellent. If he wants to move into coaching and does good things with us, that's also good. So. Ну и тут надо заметить, что я старалась сделать интервью с самим Магиди, даже уже договорились почти, но пока мы тянули с ним, их пути с клубом разошлись. Эйден сказал, что раз так, то и говорить, в общем-то, не о чем. Ну, жаль, конечно, что Эйден больше не в Эре, но одно то, что он до сих пор там играл, уже очень круто. Dowds tries to get him, clips it back. And you know, well worked and quick. Yes, it was a really good goal from there. As you said, with confirming shape, yeah, they did have a good shape, but there had to be a bit more without out with that to play out of it, and it was a really well worked goal. I actually think Alicia Ahoy's playing. Интересно, что здесь вот можно зайти через дверь в паб и в бир-гарден, но это еще не на сам стадион. То есть на самом стадионе, видимо, нельзя пить пиво, скорее всего. В группе, скажу я вам, интересная ситуация, потому что сегодня последний матч. Данди все свои матчи уже сыграл. У них 9 очков, они идут первыми, но разница мячей у них не очень, 10-5. Air United, у них 6 очков, сегодня они, наверное, должны набрать еще 3. И нужно забивать как можно больше, потому что у них разница мячей, я сейчас проверю, 6-3, то есть плюс 3. Но там еще Фалкирк на втором месте, у них разница мячей 7-2, и у них тоже 6 очков, и они сегодня еще играют с командой Стенхаус-Мир. В общем, надо, чтобы Эр сегодня выиграл как можно лучше, просто вот желательно с разгромом. Эта задача не кажется невыполнимой, потому что Бакис Твистл вообще проигрывает всем подряд. It depends on what another team in the group do, but we need to win by at least 3 goals to have a chance of qualifying. And so we might as well score at least 6 or 7 to have a better chance of qualifying. But even if we score 6 or 7, if Falkirk scores 6 or 7, then we might not qualify. So that is how simple Scottish football is at this early stage of the season. Nobody really knows. And that has been disrespectful to Buckie Thistle, who went to Celtic Park and performed well last year and did not get beat by that number of goals. So it's there's an awful lot of presumption on the Ayr United side here. So let's just win first and work it out later, but we have to win by at least 3 goals. Интересно я вам сейчас покажу, если вы не знаете. Я вот сейчас взяла бокал пива перед матчем, чтобы немножечко как-то расслабиться, а то я очень устала ехать. И мне дали сдачу. Я специально заплатила наличными, а не картой, чтобы показать вам шотландские фунты. Обычно вы знаете, что на британских фунтах изображен король или еще королева. А вот у шотландцев тут свои герои. Это Нэн Шепард, писательница шотландская, ну а с другой стороны лосось, рыбки. Красивые денежки. А вот, кстати, здесь рядышком сидят фанаты Баки Твистл. Вот они.
Внутри здесь классный паб, сюда тоже еще можно зайти без билета. Посмотрите, как тут красиво, и стены расписаны историей клуба. It's great for me to be on the wall, but unfortunately where I am, you have to look for me. It's you. And the person who sees me, Jane Blackshear. yes, It's you. and the person who knows me really well is the cleaner, because the cleaner puts the plug in to the Hoover and sees me every morning. But when my grandsons came to see me, they couldn't find. Someone pointed me out. He's down there. You played for Ayr United. Was it different than now? I mean, the team. How many- it was? Many differences. In the stadium, this is a new grandstand they've built. When I played, we were in the top league, and we played against Celtic and Rangers and clubs like that, and they'd be good crowds. And Somerset Park was a place that the bigger clubs didn't particularly like to come to, because we had a good record against them. The game has changed so many times, with VAR. But this possession football, when I played, it was more attacking football, not so defensive. Yeah. And of course, the money's a million times better. For sure, that is the biggest change. Money. I'll show you another picture. Yeah. Please do it. This is a famous team here. Famous team. Yes, they beat the Rangers 3-0, 3-0. And here it was a famous game. And I am in it. Тут, судя по всему, очень старый стадион, потому что очень узенькие дверцы. Я вот только что прошла в очень узенькую дверцу. И действительно, стадион похож на старый. Ну, посмотрим. Так, сейчас я вам все покажу. Мне здесь уже очень нравится. Смотрите, сколько истории здесь. For me, when I was 12 years old, we won the second division with, you can see the history of the walls inside the hub here. And that's like one of the most famous team groups. So I was kind of lucky when I was young that I saw the best team of that generation. And from that point on, there was no interest in supporting any other team or being interested in anything else. Is it true that the honest man is a Robert Burns thing? Yeah, totally. There's a lot of Burns history in here. We were just talking about one of our favourite pubs in the town centre is the Tam O'Shanter Inn, which has a thatched roof, which I think Robert Burns himself thatched it. No, that's not true. That's not true. It's the honest men and the bonny lasses of Ayr is the quote from Burns. So we'd like a nice, honest performance where all our strikers just channel their best energy and score the goals. That's what they're paid to do. That's what on honest days work. Scoring 6 or 7 goals against Buckie Thistle to hopefully qualify for the next round of the League Cup. So we're looking for an honest performance on the pitch. Ну что ж, все классно, только столб немножко мешает. Ну, извините. Центральная трибуна, прелести центральной трибуны, прелести старых стадионов. Ну ничего, ворота видно, это главное. Ну давайте, надо начинать как можно раньше. Эх. Ну надо уже забивать, ну. Кстати, Фалкирк там тоже пока 0-0 играет, и это не очень хорошо.
Но если, кстати, матчи оба закончатся по нулям, а потом Фалкирк проиграет по пенальти, а Эр выиграет, то Эр займет второе место. Но вряд ли он будет доволен этим самым вторым местом, поэтому надо, конечно, забивать и занимать первое. Так, это случилось. Гол первый. Честно говоря, был немножко похоже, что это офсайд, но мы посмотрим повтор вот от этого человека, который все тщательно снимает. 1-0, повеселее стало. Параллельно там все плохо, Фалкирк забил 2 мяча. И это значит, что по разнице мячей Фалкирк сейчас лучше, и надо забивать еще больше. Второй гол. Очень хорошо. Я сейчас посмотрю, как там Фалкирк еще играет, пока тут все радуются. Ну что ж, ситуация улучшилась намного. 2-0 это, конечно, уже приличный счет. Если забивают третий, обходят Данди уже точно. Потому что Данди не играет сегодня. Ну и хорошо, что там Фалкирк пропустил. Баки в атаке. Какой гол! Смотрите. Ну, этого нельзя было сделать, конечно. Но гол красивый. Честно говоря, немножко устала считать разницу мячей. Давайте просто дождемся окончания всех матчей и посмотрим, что будет в итоге. В атаке сейчас был Эр. Ну вот они, конечно, молодцы, атакуют много, но лупят не туда. Катастрофа просто. Пока перерыв, я вам одну историю расскажу. У Эр Юнайтед есть совершенно невероятный фанат. Его зовут Данкан Кармайкл. Он по совместительству еще теперь и клубный историк. Дело в том, что он с 1970-го, если я не ошибаюсь, года делал программки для клуба. И, соответственно, написал, знаете, штук 17 книг про клуб. Книг. То есть их можно купить в книжном магазине. 17. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, о чем можно написать 17 книг о каком-нибудь более большом клубе. Он написал 17 книг про Эр Юнайтед. Я бы очень хотела его здесь найти, если он, конечно, здесь присутствует, потому что такой немолодой дяденька. Очень бы хотелось задать ему несколько вопросов, где он черпает истории все эти, о которых пишет. Yes, so Duncan actually, as you say, he is the club historian. We all call him the club historian. If you want to know anything about United, Duncan's your man for sure. He can tell you right from when the club was formed in 1910. He can tell you the dates of games, who scored in the games. It's just a mine of information. It's absolutely incredible. So Duncan's now retired. So we have a walking group. Duncan comes along with that, so we all benefit from his knowledge of the game and of United in particular. And he also now takes an active part in a thing called Football Memories, which is really about sort of reminiscing about football and just being able to talk about times gone by. Obviously, Duncan is the ideal man for that. Самый успешный тренер в истории Эр Юнайтед, Олли Маклауд, был тренером сборной Шотландии потом. Вот он, Олли Маклауд. Вообще, посмотрите, как красиво расписан бар. Здесь вся история клуба, можно ходить с пивком и изучать. Вот Олли Маклауд, самый успешный менеджер в истории Эр Юнайтед. Он вернул команду в высший дивизион. Но после успеха с Эйром он ушел в Абердин, там тоже был весьма успешным и стал тренировать сборную Шотландии. Олли Маклауд, в общем, очень значимый человек в шотландском футболе. И вот, что примечательно, он работал здесь. И в одной из книг, да не в одной, я думаю, что во всех книгах вот этого самого Данкана Кармайкла, про него, конечно, много написано. Очень интересно было бы почитать, но я что-то не видела в фаншопе этих книг, если честно. Может быть, их надо просто в обычных книжных магазинах искать здесь в Эре.
А знаете, что странно? Я тут нигде не вижу сэра Алекса Фергюсона, а между тем он заканчивал свою игротскую карьеру как раз здесь, в Эре, и даже забил 9 мячей за этот клуб. Motherwell defending bravely, still nothing each. As the corner floats in, Fleming going up. Muir's there for Motherwell, as he's been so often in this game. The Motherwell defence positively racing out now. Over comes a cross, Ferguson's there, it's a goal! Ferguson has scored for Ayr United, or has he? The referee going over to... And this is a crucial moment in this match. It's a goal. So Alec Ferguson's goal is good. The ball came across. Ferguson at last eluded the defence. There he is, right in the middle of your picture. А вот это, кстати, Скотт Браун. Значимая фигура для шотландского футбола. Играл за Селтик, за сборную Шотландии. Правда, тогда он был более брутальным, был лысым и выглядел, вот, наверное, скорее вот так, как тренер Баки. Но в какой-то момент решил отращивать волосы, и, смотрите, успешно их отрастил. Надо признать, что Баки забивает просто феерические голы сегодня на контратаках. И им еще и везет. И, в общем, видимо, не сегодня. Видимо, Эйр Юнайтед не суждено куда-то там дальше пройти. Поэтому будем просто наслаждаться красивым футболом. Why Bakis Hestal in this cup? Because it's a fifth division. Why are they here? There's actually one team from the Premier, which is Dundee United, and then there are teams from the various different leagues. So it's a league cup. So basically, yeah, it's a bit of an unknown, to be quite honest, because at this time of the season, teams haven't really settled into their form. So, as you saw today, everybody was expecting a lot of goals to be scored, and there weren't so many because we were still just not quite up to full speed yet. So yes, it's better than playing friendly games, so it gives you a wee bit more of an edge to a game. So, yeah, much better. Гол, наконец-то. Ну что ж, матч закончился не так, как мы хотели здесь все. Ну, что поделаешь. 3-2, все равно победа. Но, конечно, хотелось бы 3-0. Вот эти два мяча пропущенные, да, они были великолепно забиты, красивые. Вообще, мне кажется, у Баки надо подсмотреть несколько игроков, потому что, они, очевидно, просто выше уровнем, чем сама команда, раз уж она в 5-м дивизионе. Но вышло как вышло. Я довольна сегодняшней поездкой, и пойдем на залив. А вот это фанаты Баки. Они, кстати, благодарят свою команду. Вон они. Are you happy with today's team, with the manager, with it? Yes, very happy with everything. I've been away from the game for a long time now. I've only started coming back lately, and I'm so impressed with Ayr United, the management team. The chairman is wonderful, building a new stand, David Smith. We've got good people, Graham Matthew. There's so many people working good at the club that are getting it right off the field. They're now got to get it right on the field. And I think, yes, they've had a good start to the season. What's your expectation of the next season, of this season? I think I've been doing it long enough to be realistic, but we've got a good squad. We've got a manager that seems to attract the right quality of player, and a reputation that people will come and play for him. So I'd be disappointed if we finish out with the top four. Actually getting promoted, we'll wait and see what happens. But my expectation is we will be competitive, and anything else, we'll see what happens.
Я обещала вам поездку к морю после матча, но ребята из футбольного клуба «Эр» взяли меня в место, где родился Роберт Бернс. И вот теперь вы увидите этот коттедж, который построил его отец. И именно здесь был рожден величайший шотландский поэт. Смотрите. Это недалеко, собственно, от Эра. Пригород, так сказать. Alloway называется. That's the famous brig that Tam O'Shanter rode across. Right? And the witches, Doon River. And the witches were chasing him. They cut off his tail. They got to their side, but look at the setting. It's a wonderful setting. Yeah. This is a Doon River. Yeah. So we're going to the church. This is the old church, as opposed to the new churches on the opposite side of the road. So there we are. Let's go. So yeah, so in the poem he imagines that you can see witches and what have you dancing through the windows in the church. Oh. And what have you. And then this is his father's grave. Это отец Роберта Бернса. The father of Robert Burns. And his mom? Yeah, Agnes Brown, yes. So, Robert buried in... Robert Burns is actually buried in Dumfries. in There's Dumfries. the mausoleum in Dumfries. So these are the words that Robert Burns wrote. Ah. Thank you. Old Nick knew. You know who Old Nick is? No. That's the devil. Devil? The devil, yes. Really? Old Nick, yeah. Вот так вот. Отсюда, собственно, и поэма. Ну что ж, по-моему, экскурсия по местам Роберта Бернса с сопроводительными комментариями от людей из Air United это было что-то совершенно неожиданное. И я им очень за это благодарна. Потрясающий совершенно день. Ну, а теперь, как и обещано, залив. Смотрите, как тут солнечно, прекрасно. Сегодня, пока ехала сюда, все думала, что будет ужасно дождливый день. Ну, и ничего страшного, что Эр не выиграл. Ну, вернее, выиграл, но не прошел дальше. Сезон только начинается. И теперь я знаю, за кого буду болеть. В шотландском втором дивизионе. Замечательные ребята. Ну, а с вами мы увидимся очень скоро. У меня много планов на грядущий сезон. Надеюсь, что они осуществятся. На этом все. Пока-пока.